Привет! Меня зовут Сергей. Сегодня я расскажу вам историю. Эта история называется «Кот в сапогах». Кот в сапогах. Это кот, мяу, и это сапоги, то есть кот в сапогах. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, жил-был один мельник. Да, давайте посмотрим. Значит, это мельница, а это мельник. Человек, у которого есть мельница, и он работает на мельнице, он мельник. И у этого мельника, у него было 3 сына. Старший сын, средний сын и младший сын. Вот. И получается, что однажды, когда мельник был очень старый, он умер. Да, все. Мельника нет. Но мельник, он оставил наследство. Да? Наследство для его сыновей. И какое наследство он оставил? Для старшего сына он оставил в наследство мельницу. Хорошее наследство. Для среднего сына он оставил в наследство осла. Да, это осел. Он оставил для среднего сына в наследство осла. А для младшего сына он оставил в наследство кота. Вот. И после этого все сыновья были довольны, все были счастливы их наследством, но младший сын, ему не нравилось его наследство. Да? Младший сын, он не понимал, что он может делать с этим котом. Да? И он думал, он говорит, я тебя съем. Он хотел съесть кота. Но кот вдруг начал говорить. Да, он начал говорить. И он также надел сапоги и шляпу. Вот. Он надел сапоги, это сапоги и шляпу. Вот. Он надел сапоги и шляпу и начал играть на гитаре и петь песню. Да, петь песню для младшего сына. И он поет так. Мяу, 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 тебя я понемяу. Наследство плохо делится, лишь кот к тебе пришел. Мяу, 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 но не гони меня. Конечно, я не мельница, но я и не осел. Да, давайте посмотрим, что он пел. Значит, мяу, 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 понятно. Тебя я понемяу, то есть тебя я понимаю. Да, понимяу, как кот, понимяу. Наследство, да, помним, наследство у нас есть мельница, осел и кот. Да, наследство. Наследство плохо делится, лишь кот к тебе пришел. И мяу-мяу-мяу, но не гони меня. То есть не говори, уходи, не гони меня. Конечно, я не мельница. То есть он говорит, конечно, я не мельница, я не такой хороший, как мельница. Да? С мельницей можно много денег зарабатывать. Да, конечно, я не мельница, но он говорит, я и не осел. Да, осел, он как бы глупый. Да, так думает кот. Вот. И он говорит, конечно, я не мельница, но я и не осел. Вот. И он говорит, что все будет хорошо,
он поможет младшему сыну, чтобы его жизнь была хорошая. И тогда младший сын остается дома, а кот идет в лес. Да? Он пришел в лес, и в лесу были зайцы. Да? Зайцы, они бегали везде, и кот тогда решил поймать одного зайца, и он сделал для него ловушку. Да? Это ловушка. И он тогда после этого поймал одного зайца, да, он поймал его и взял его с собой в мешке. Да, у него был как мешок, такой вот мешок. Да? Можно сказать так. И он понес этого зайца в мешке с собой. Но куда он пошел? А он пошел в замок. Замок к королю. В этом замке живет король. Да, вот он король. И в этом замке живет принцесса. Принцесса, она дочь короля. И, значит, наш кот, он пришел в замок, и он думает, куда пойти сначала? Сначала он решил пойти к принцессе. Вот. И он пришел к принцессе, да. И принцесса в это время, что она делала? Она решала кроссворд. И она не могла понять, какое слово, да, начинается на «м», заканчивается на «з» и написано «вельможа». Она думает, граф, барон, кто же это? И тогда кот говорит «маркиз». Маркиз. И она говорит, правильно, маркиз. То есть маркиз – это такой титул. Да? Есть у нас там граф, барон, маркиз. Много-много разных титулов вельмож было в то время. И она написала, да, маркиз, и она была очень счастливая. И в это время что сделал кот? Да? Он подарил ей зайца. Кот, он подарил ей зайца, и она была очень счастливая. И зайчик танцевал такой, и там был также цветочек. Он дал ей цветок. Вот, такой красивый цветок. Угу. Вот, да? И он сказал, этот заяц и этот цветок от маркиза Карабаса. А кто такой маркиз Карабас? Но это кот, он придумал, что младший сын, он не крестьянин, не сын мельника, а он маркиз Карабас. И он сказал, что эти подарки от маркиза Карабаса для принцессы. И принцесса такая, ой, боже мой, я думаю, что я влюблена. Да? Она говорит, что она влюблена в маркиза, и она думает, какой он хороший. После этого наш кот, он идет дальше, и он приходит в комнату к королю. Да? Давайте сейчас мы это уберем. Да, он приходит в комнату к королю. Вот. А король, у него обед. Да, у короля обед. Ну что ест король? А он ест разные консервы, разные концентратные супы, да, вот такие из банках. И ему это не нравится. И он говорит, ох уж эти концентраты, полуфабрикаты. То есть ему очень не нравятся эти концентраты и полуфабрикаты. Полуфабрикаты это как у нас продукты, которые были сделаны в консервах. Да? Это полуфабрикаты. Ему не нравится. Но кот пришел и говорит, я знаю, вы очень грустные. Да? У вас только полуфабрикаты. Но кот принес для него куропатку. Да? Это такая птица, живет в лесу. Он ее тоже поймал. Когда он поймал зайца, он поймал куропатку. И он говорит, вот, эта куропатка для вас. И король был такой счастливый. Он говорит, ну кто? Кто дал мне эту куропатку? А он говорит, эта куропатка от маркиза Карабаса. И король говорит, передайте маркизу,
мое королевское спасибо. Да, он был очень счастливый. Вот, после этого король стал кушать куропатку, да, не его консерванты. Вот, а что сделал кот? Когда он говорил с королем, он узнал, что король сегодня он едет, да, он едет на карете, это карета, это кучер, а это лошадь, да, что он едет на карете смотреть его земли, да, его территорию. Вот, и что придумал кот, это просто гениально. Значит, в это время, в этот момент наш, я хотел сказать Федя, наш младший сын, да, не знаю, как его зовут, но, скажем, младший сын, да, он, что он делал? Он рыбачил, да, он ловил рыбу, где? В озере, да, он в озере ловил рыбу. И когда кот пришел, он говорит ему, раздевайся, да, то есть снимай одежду. Но младший сын не понимает, почему? Почему? И кот с него снимает всю одежду, да, и после этого он говорит, прыгай, прыгай в воду, да, бульк. Он говорит, не буду я прыгать в воду, но кот-то его толкает, и он попадает в воду. И после этого он говорит, кричи, тону, тону. То есть тону, когда человек тонет, то он так... Да, когда не может плавать, он не умеет плавать, он тонет. И после этого он начинает, правда, тонуть, да? И он кричит так, тону, 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 тону. Вот. В этот момент, что было в этот момент? Король проезжал в этот момент недалеко, и кот подбегает и говорит, пожалуйста, помогите, спасите маркиза Карабаса, он тонет. И его вытащили из воды, но у него не было никакой одежды. Да? И после этого кот говорит королю, разбойники, бандиты, они украли одежду маркиза Карабаса. И король говорит так. Он говорит его кучеру, «Эй, кучер, дай одежду маркизу». И кучер раздевается и дает свою одежду маркизу. И маркиз уже не похож на крестьянина, теперь он похож на маркиза. Да, он такой благородный человек. И маркиз садится в карету с королем, и там была тоже принцесса. Да, принцесса, она смотрит на него, и она такая, о, маркиз Карабас. Да, она очень счастлива. Ну, и в это время они едут дальше. Что делает наш кот? Наш кот, он не теряет времени. Да, он не теряет времени, и он быстро бежит, потому что он очень быстро умеет бегать. И приходит к лугу. Да, это луг, зеленый луг. И на этом лугу эти люди, они косари. То есть они косят траву. Да, это трава, и у них есть коса. Это коса, как смерть, да, с косой приходит. Вот. И эти косари, они косят траву, и он приходит и говорит, косари, косари, а если вы скажете королю, что этот лук маркиза Карабаса, что это его лук, да, маркиза Карабаса, я дам вам бутылку вина, красного вина. Ну, и они такие, хорошо, без проблем. Он дает им бутылку вина, и он бежит дальше. В это время наш король, принцесса и маркиз Карабас, они проезжают мимо этого луга. Да? И король спрашивает, «Эй, косари, чей это лук?» А они отвечают, «Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса, маркиза Карабаса». То есть они поют песню. Вот. И король думает, у маркиза есть много земли, да, много территории. Хорошо, они едут дальше. Вот. А кот не теряет времени, да, он дальше бежит.
кот, он прибегает к полю, да, это поле, это луг, это поле, и у этого поля работают 3 крестьянки, да, это крестьянки. И он говорит им: дорогие крестьянки, пожалуйста, когда будет проезжать король, да, на карете, скажите ему, что это поле маркиза Карабаса. Да. И он им ничего не дал, но просто сказал: скажите. И они такие: о, котик маленький, милый, хорошо, мы тебе поможем. Вот. И когда король проезжает мимо этого поля, король спрашивает: девицы-красавицы, чье это поле? А они говорят: маркиза, маркиза, маркиза Карабаса, маркиза Карабаса. То есть они все поют песни. И после этого он едет дальше, и там все земли, все говорят: маркиза Карабаса, маркиза Карабаса. И король думает: вау, маркиз, у вас так много земли, даже больше, чем у короля. Вы молодец. И он думает, что маркиз, он может быть хорошим мужем для его дочери, для принцессы. Но если он маркиз, у него должен быть замок. Для этого наш маленький кот в сапогах, котик в сапожках, можно сказать так, он бежит к этому замку. Но это страшный и некрасивый замок. Но у него есть хорошая идея. В этом замке живет людоед. О-о-о. Да? Людоед – это такой человек или монстр, который ест людей. Да? Он ест других людей. Это людоед. Но этот людоед, у него есть магические силы. У него есть волшебная дубина. Да? У Гарри Поттера была волшебная палочка Wingardium Leviosa. Да? А у людоеда есть волшебная дубина. Такая. Можно убить, а можно колдовать. Многофункциональная вещь. И кот говорит: здравствуйте, товарищ людоед. Он говорит: ну, здравствуй, кот, что ты хочешь? И котик говорит: а я слышал, что вы можете превратиться во льва, лев, да? И он говорит: конечно могу. Но кот говорит: я не верю. И он говорит: смотри. После этого он вращает его волшебной дубиной, и он превращается во льва. Да? И начинает гнаться за котом. А кот убегает, они бегают по всему замку. После этого кот смог убежать от людоеда. Людоед снова превратился в людоеда, не в человека. И он такой: вау, это очень здорово, вы молодец. Он говорит: а то. А я думаю, вы не можете превратиться в маленькую мышь. И он говорит: да легко, могу. Нет, вы только можете превратиться в большого льва, но не в маленькую мышь. И он такой: смотри. И он снова вращает его дубиной, вращает, и превращается в маленькую мышь. Да? Вот такую маленькую мышь. И кот, что делает кот? Конечно, он прыгает и съедает эту мышь. И больше нет людоеда. Да? Людоеда больше нет. Он смог его победить. Он умный кот. Да? Вот. Но почему кот убил людоеда? Почему он его съел? А потому что нужен замок. Но это страшный, некрасивый замок. Что делать? У людоеда ведь все еще осталось его... Да, людоеда нет, но есть волшебная дубина. Тогда кот берет эту волшебную дубину и начинает колдовать. И этот замок превращается в красивый замок. Да? И внутри этого замка очень красиво. Да? Красивые такие стены, красивый ковер, окна. Да? Все так прекрасно. И в этот момент к замку как раз
подъезжает наш король с принцессой и маркизом Карабасом. Вот, они подъезжают вместе к замку, они заходят внутрь, и они смотрят и думают: вау, как красиво, какой все-таки Карабас ты богатый, да, и успешный. И после этого, конечно, он говорит: маркиз Карабас, будьте мужем для моей дочери. А она: ура, ура! И они стали вместе быть, и стали жить они счастливо и долго. А кот, да, он всегда остался у маркиза Карабаса его лучшим другом. Это все на сегодня. Спасибо, друзья, что смотрели мою историю. Эта история основана на мультфильме, да, cartoon, мультфильме, который основан на сказке Шарля Перро, французского писателя. Если вы хотите посмотреть оригинальный советский мультфильм, то вот здесь будет ссылка, можете перейти туда. И хочу напомнить, что я недавно закончил курс для начинающих. Вы можете попробовать мой курс, он вам поможет. Я использую такую же систему, такую же технику для преподавания. Ссылка курса будет также здесь, в описании и под этим видео. Спасибо, друзья, до скорого и пока-пока!